Ребят, привет! С вами Макс. Сегодня у нас очередная, даже не знаю, очередной цикл «Вторая жизнь» для старого Mac. Опять же, снова Mac Mini. Итак, речь о Mac Mini 2012, как вы понимаете, это Mac Mini 6.2. Вот он, собственно говоря, этот малыш. Довольно-таки интересный, это предтоп. Это здесь i7, 2,3 ГГц, 4 настоящих ядра, 16 гигов памяти и терабайтный SSD. Тут 2 SSD по 500 гигов. Был один на терабайт, но я здесь поставил сюда 2, чтобы потом использовать его для своих целей, конечно же, да. Все эти миники будут использоваться после отсъема и публикации всех циклов. Так, ребятки, расскажу немножко про этот миник. Да, здесь i7 2,3 ГГц, 4 ядра, 16 гигов памяти DDR3, две планки по 8 гигов, 1600 памяти, Samsung стоят, два Apache Rapid 512 гигов SSD-шники, ну, как бы все, и встроенная немощная видеокарта HD 4000, все. В принципе, они неубиваемые, да, стоят до сих пор еще, так, тысяч, по-моему, по 8, на уровне с 14, хотя вроде будут 14, наверное, поинтереснее в плане инструкции и прочее, но вообще, наверное, у них не столько, сколько у 12, но мы это еще проверим чуть позже. Да, и сейчас будут эти видео выходить раз в 2 недели именно по миникам, потому что, ну, не особо толк есть так часто раз в неделю выпускать их, и не особо их смотрят. Больше интересен Hackintosh. Да, ну где на него надо тоже находить время какое-то. Пока что у меня карточка видеозахвата, даже Ugreen не позволяет нормально снимать для Hackintosh что-то. Потому что в монтаже вы не видите, что происходит. Там постоянная, короче говоря, потеря там изображения, она не видит там герцовку вечно, короче, мне ошибку выдает, приходится там тратить очень много времени и нервов, а записи вот так, да, ну как это можно записывать, невозможно. Всякие рузы 4К, типа псевдо-К, да, 4 использовать тоже не хочется, как бы картинка вот у Ugreen, она более-менее приятная, хоть как лучше. Ждем именно новую карту видеозахвата, которая сейчас едет, она в начале декабря приезжает, получается, в конце ноября. Сейчас у нас какое там, 14 ноября уже настало, 00 часов 5 минут. Да, 5 ночи я снова пишу. И приедет через вот пару недель уже из КАП, да, посмотрим, что будет. Там вроде как нормально поддерживает по FPS, и RGB и все остальное. Посмотрим. Может быть, я ошибся, может быть, нет, глянем. Вот, и наконец-то можно будет нормально писать контент. Ладно. Прежде всего, ребят, спасибо бустерам, которые поддерживают, да, которые подписаны у меня на бусте. Это мотивирует что делать, да. Понимаю, что у всех свои возможности, не каждый может, соответственно, там, да, что-то там оторвать от себя, как и я тоже, да, но все мы люди, у всех у нас есть своя личная жизнь, работа и все остальное, да. Так что так, вообще, да, спасибо. Вот. Пока вы есть, видимо, я тоже тут, да, на Ютубе, на Рутубе и так далее. Ну, Рутуб вообще, конечно, не знаю, зачем он нужен, но пусть будет, может, кому-то и пригодится. Это самая, пока что, сратая платформа из всех, где я публиковался. Дзен получше будет, но тоже, конечно, такой, так себе. Ладно, ребят, давайте сейчас подключим этот Mac Mini, да, вот его подключим, не будем много болтать, уже 4 минуты прошло все-таки. И поедем что-то с ним делать, да. У нас тут стоит Макос Каталина, это очень интересный такой зверь, да. Все, подключил. Давайте мы сейчас подключаемся уже на
наш видеозахват с китайскими роликами. Будем смотреть, что там получится. И заодно включаем наш ник. Ну, здесь вроде нормально все. Вот именно с маками вот у него проблем нет почему-то. У него именно проблема почему-то конкретно, я уж не знаю почему, именно с Hackintosh, по винду не знаю, но вот именно так. Вот, все, мы загрузились наш macOS Catalina. Вводим волшебный пароль. Чистая система, полностью обновленная, да. И у нас вот что, как обычно, здесь какие проблемы? Проблема у нас в том, что у нас именно браузеры здесь, да, у нас нет нормального браузера, который позволит нам скачать нашу Concord Legacy Patch, понимаете, да, чтобы какие следующие системы. Первая система у нас будет, как обычно, macOS Monterey. Вот, никуда мы этого не денемся. Также у нас будет 3 серии, да, соответственно, вот, и дальше будем думать. Пожалуйста, смотрите, вот 2-3 Гц, 4 ядра. У нас в памяти, все красиво. Мониторинг хорошо, хранилище 2 по 512, тут у меня данные, здесь у меня будет система и все остальное. Память 2 по 8, все видно, да, дальше. Ну, что тут еще смотреть, наверное, нечего особо, да? Так, ладно, ребят. Thunderbolt 2 здесь не использую. У меня вообще Thunderbolt 2 ничего не есть, только Thunderbolt у меня есть на трешку, есть у меня. Так, что у нас тут? Пом-пом-пом. Да, Wi-Fi. Но я использую гигабитную сеть, поэтому Wi-Fi не буду подключать. Да, у меня что-то еще с Wi-Fi какая-то фигня творится. Вот, посмотрим потом. Я убрал, как видите, у меня на заднем фоне там была этот AirPort, поставил пока в роутер Asus, ну, тоже он, конечно, ведет себе, пока работает нормально, начинаешь что-нибудь с ним делать, конфигурировать, начинаются какие-то чудеса. Asus, конечно, скрылись. Раньше я их прям вот хвалил, сейчас что-то прям мне не нравится. Ну, может, именно какая-то эта модель, там это 57U картишка, потому что у них U, по-моему, у них какие-то вот такие вот сохраняющие непонятные модельки. Так, нам, по идее, нужно что? Нам нужно скачать Concord Legacy Patcher, где бы нам его взять. Давайте зайдем. Ну, вроде Катарина долго скучала у нас обновление. Слушайте, а почему у меня? Пам-пам-пам, да? Нет интернета, да? Угу. Так, проверю. Да. Итак, у нас Google. Видите, он какой-то, он что-то есть не так себе, да, выглядит, конечно. Ну, посмотрим, вдруг обновленный полностью Катарина, но пока что хороший. Давай, сразу нам выдает нам OpenCore Legacy Patch. Здесь какие-то странные ссылочки получаются, честно говоря, нетипичные для выдачи. Что тоже нам выдает, говорится. Так, это вот шляпа, вот это вот, да. Вот. Окей. Тоже шляпа. Ну, вроде оно должно быть. Так, вот тут 2.4.1 последний, да, троечка еще пока не вышла. Первое, главное вот здесь посмотреть, ассеты. Слушайте, вроде бы даже ассеты работают. Прямо вот, вот спасибо, да, что Safari, Apple Safari там тут обновили для того, чтобы могли скачать нормально, да, Legacy Patch. Качаем. Разрешить, конечно же. Так, патчер качается. Как обычно, с GitHub бывает там по-разному скорость, когда как там, ну вот вечером, наверное, не такая шустрая, да, быстрая. С утра тоже там по-разному там. Что по поводу патча, ну, в телеге пишу об этом регулярно, некоторые такие статейки свои. Ну, на Дзене тоже идет публикация. И ВКонтакте тоже кто там у меня есть. Я тоже их публикую, да, что я об этом думаю, какие-то, да, я отслеживаю
некоторые вопросы. Это то, что они говорят, что у них осталось только 2 человека, 2, да, всего из 30 с лишним человек в комьюнити осталось 2, которые занимаются. У них контрибьюторов, да, сами знаете, много реально. Все же, кажется, двое чем-то занимаются. Ну, причем они это делают, опять же, не накидка. Ну, в общем говоря, идет какая-то шляпа, ну, посмотрим. Я как бы не претензии, да, но сами боролись за что, то и напоролись, огородились, старичков выгнали всех и все. Давайте вставим, короче, прикол Legacy Patcher, вводим наш пароль. У меня, опять же, все, да, здесь суть в том, что здесь это чистая система, чистая, никаких там других ничего не было, никакого софта. Вообще вот так установил, обновил и больше ничего, все. Все, ну оставим, может пригодится. Итак, да, это сейчас идет актуальность этого видео, это, грубо говоря, серединка ноября 2025 года. Что будет, например, через полгода, я не могу сказать, будет ли работать там браузер, черт его знает, потому что и там прикол то, что Chrome установить сюда, это прям таки беда, да. Потому что тут почему-то Chrome не сюда выдает версию, которая здесь либо не поддерживается, которая, начиная, по-моему, с Monterey работает, да, либо вот совсем старую для Mojave. Причем для Mojave дают нормальную версию. Тут нет, уж и Safari работает. Хотя не всегда. Раньше, буквально недавно я пробовал, Safari был плохо, откровенно говоря. Ладно, давайте сейчас наш OpenCore Legacy Patcher. Да, нам надо еще вот проверить дополнительно, что у нас здесь вот в обновлениях ПО ничего такого левого нет. Ну, да. Все, давай. Теперь идем в Settings. SMBIOS выбираем Moderate. Выбираем нам, например, вот, Mac Mini, например, вот 7.1, да, чтобы нам получить Monterey. 7.1 это вот у меня сзади стоит, но я тоже не помню. Ну, по-моему, там 7.3, по-моему, если не ошибаюсь, да, 7.3. Вот. Ладно. Ну, тут нет 7.3, да и незачем, они одинаково поддерживаются, в принципе, да. Security тут ничего не меняем, Advanced тоже ничего не меняем. Здесь вот это вот я бы убрал, потому что здесь это не нужно совершенно, да, все. Forward booting, ну, такого forward устройства есть, можете ткнуть ее, но сейчас это не нужно точно. Все, ладно. Build and install нажимаем и install to disk. Да. Вопрос в том, да, вот, ну, я выберу свой первый диск, на котором у меня, собственно говоря, все это работает. Мне без разницы, потому что я обновляться собираюсь, я не собираюсь, как говорится, да. Ребут, загрузить, ждем. Я не собираюсь ничего там стирать, TRS делать, поэтому я ставлю на стену диска, и все у меня нормально, я буду обновляться. Без флешек, без ничего, просто обновляться. Нажимаем Alt, держим. Заметьте, что вот у MacBook'ов, если не ошибаюсь, у них там уже белый экран, да? Тут вот черный уже сделали, миников. Да, все-таки дошло. Нажимаем EFI Boot, выбираем. Так, снова теперь экран черный. Уже справа у нас версия OpenCore 1.04. Уже 1.06. Ну, когда делали эту версию этого релиза, этого патчера 2.4.1 уже был 1.05, но ребята не стали замачиваться. Вот. Ну ладно, все. Загружаемся. Сейчас мы видим главный ответ на мой вопрос, потому что у меня ощущение, что сломалась маленечко. Прям откровенно сломалась система обновлений. И показывает в последнее время начал вот для Intel всякую чухню. Или мне кажется. Ладно. Все, мы тут загрузились, нажимаем об этом Mac. Проверяем, что у нас заработал наш загрузчик. Видим, здесь вот версия Bootrom, деточки SMBIOS. Тоже, точнее, SMBIOS, SMC. Все, закрываем, идем в обновление ПО. Смотрим, что здесь у нас. Да, вот. macOS Monterey, да, полностью весь дистрибутив. Подробнее. Прикол в том, что здесь что-то сломалось, да? Подробнее. Так, кстати, что у нас по Wi-Fi здесь? Wi-Fi-то работает сеть.
Да. Работает. Так. Давай сейчас подробнее нажмем. Во. Тут прикол в том, что он вот здесь отсюда, да, качает немножечко чуть такой монтерейчик, и не очень свежий. Да. Возможно, да, возможно нет. Можно, конечно, пробовать сейчас найти, что получше, но не будем. Ладно, закрываем, нажимаем обновить сейчас. И пошла загрузка обновления 12.41, да? Нам, в принципе, пофигу, на самом деле. Кому нужен Монтерей, он, собственно, обновится дальше, до следующей версии. На самом деле, там не особо разница, там security апдейты для этих поддерживаемых маков, это не особо критично. Да, это все-таки больше прошивочки там и прочие вещи. Все, я отключаюсь, вы пока тут веселитесь. Несколько секунд, пока это все качается, да? Что-то мне тут штормит, я из кадра вылетаю. У меня уже температура, походу, начинается. Ну ладно. В углу моей комнаты тихонько гудит. Маленький железный друг не спит. Процессор крутит, память работает, а я смотрю, как он меня балует. 7 лет прошло. Пока я там сделал в чатике, общался по поводу того, как у нас товарищ заказал Wi-Fi адаптер для Hackintosh. Вот, тут уже все скачалось. Говорил, будет чат качаться, но в реальности где-то минут, наверное, не знаю, 30, наверное. Нет, 40, ну да, без 5. 5 минут начали мы, да? Без 5 час. Ну что, давайте. Что точнее, давайте, поехали. Продолжить, принять. Ну, тут ничего не меняем. Наш Hackintosh. Это мой системный раздел с Катариной. Окей. Ну и все. Оно поехало, как бы загружаться дальше. Ничего тут делать не нужно. Наверное, встретимся уже, когда закончится установка, и там уже будем дальше как-то вот что-то взаимодействовать с этой операционкой, с этим Mac Mini, да. Дух не сломлен, алюминиевый корпус полон надежды и силы внутри. Давай покажем, что мы можем жить. Все говорят, пора менять, но я не буду отступать. Мой верный спутник, мой боевой товарищ, ты со мной останешься навсегда. В твоих микросхемах бьется сердце, которое не остынет никогда. 4 ядра работают как часы. Так, ребятки, что у нас тут? Куда? Прошло, наверное, где-то еще минут 40, и как бы установочка прошла. Вот прямо сейчас закончилась. Да, напоминаю, что все я показываю, да, где-то ускоренно, где-то там без ничего не вырезаю, показываю как есть. Полностью весь процесс. Без купюр, что называется. Да, там вырезал, там мышки проиграл, чтобы скучно не было сильно там. Кажется, не без сути, да, но тем не менее. Все как есть. По-честному, вот как есть. Тут уже у нас Таху предлагается, но нам Таха не нужна. Таха на Таха. Мы закрываем. Здесь у нас по-моему. Так, ну-ка смотри, 12.7.4, да, это помню, это последний у нас, по-моему, 12.7.8, да, что-то такое. Не знаю. Вот. Можно, конечно, потратить еще какое-то время обновиться, вот, да, вот, до этой штуки. Ну, в принципе, есть 1.6 гигов, но обновляться еще будет, не знаю, сколько времени, честно говоря, не буду его тратить. Если хотите, обновитесь, без проблем сразу же нажимаете, обновляете, да, дальше. У нас путь другой, мы идем к macOS Sequoia, да, ну, к Tahoe пока не идем. Ну, возможно, где-нибудь к декабрю, в декабре мы придем, я замовлю эту сагу, что называется, и туда придем. Вот. А пока что у нас, если не ошибаюсь, 18 ноября, да, и мы тут хотим все-таки
получить максимум, да. Следующая часть у нас выйдет где-то 1, по-моему, декабря, если не ошибаюсь, да. Вот, я буду как раз 2 недели эти публиковать, потому что... Так, запускаем наш патчер. Следующим, да, это что-то многовато говорю. Нажимаем просто post install root patch. Все. Нажимаем тут только графика, да, у нас и все. Старт патчинг, да, то что в Монтерее как бы все нормально работает у нас. Вот и Wi-Fi там, и все остальное, да, пожалуйста. AirDrop у нас тоже работать будет, и все, как бы, все будет хорошо, да. Ой, да, сколько сейчас? Час 41, да, ну ничего. К утру, наверное, закончу. Монтерей, конечно, долго качался. 40 минут это вам не доположит. Хотя бы либо 4 ядра, Ivy Bridge уже, да, там, ну, как бы, ну, да. Я его поставил там поточком, что называется. Этим ставочкой, чтобы он сильно там не задыхался. Ну, заметьте, как быстро он патч, да, накатил. Прям вообще хорошо. Ну, мы сейчас будем его немножечко тестировать. Да? Мне надо его обслужить, потому что я его не трогал. Там купил я уже вроде как обслуженным, но он все равно адово грелся. Не знаю, что там за термопаста внутри. Скорее всего, может быть, какая-нибудь хрень там положена. Ну, не думаю, конечно. Это прям хрень. Там какая-нибудь КПТ-8, наверное, что-нибудь типа MX2, может MX4. Пробуем туда какой-нибудь фазовый переход нафигачить. Поглядим, что будет. Прибьем. Почему раз в 2 недели хочу с Mac Pro заняться, да, у меня придет скоро на Mac Pro подъедут процессоры. Память у меня какая-никакая уже есть, там, конечно, не 96 гигов, но там будет там, 64, по-моему, да. Я думаю, неплохо тоже. Хватит вполне для тестов и прочего, там, замутим какую-нибудь заблочку. Надо, конечно, сделать этот, да, нормальный. Выйти за очередность какую-то за 1 месяц, потому что у меня как за 1 месяц я вот в октябре вот, да, показал работу хорошую, да, а потом опять сейчас уже заболею, не дай бог, и все, короче, я чувствую, что да, что-то мне не айс что-то со мной было сегодня, но сегодня многие плохо себя ощущали, потому что магнитные бури, говорит, адовые были. Еще я поспал 14 часов, это вообще. Итак, у нас графика 1,5 гига показывает, как должно быть. Что-то в системе, графика монитора, все заработало, все отлично. Тут понятно. Так, на ГТ, гигабит связь, все есть, да, Bluetooth есть. Wi-Fi тоже должен быть. Да, тоже есть. Так, ну, звукокамеры есть, нет. Thunderbolt 2. USB все подключено, все что есть. На тройке у меня есть ничего не включено. Да, флешки 3. Ну, ладно, не буду. Работать будет, поверьте мне на слово, да. USB есть не патченный, есть. Саташнички 1, 2, 6 гигабит, все прекрасно вообще, да. Все работает. 12 миник, это, конечно, да, до сих пор еще кайфовая штука. Да, ребятки, у кого там Sequoia, возможно, там есть приколы такие, что у него может автосетить патчи, вот последние вот были, которые проверяйте, если будет начал тормозить на 12-х миниках, макбуках, да, начала тормозить Sequoia, проверьте, возможно, патч надо переносить. Так что вот такая вот фигурина. Так, ну что, давайте мы там посмотрим производительность. Я чуть не... А почему так? А что, Safari что ли не обновился? Че? Ну, видимо, та же версия. Это Monterey, он тоже считается старым, как бы, да? Давайте введем сюда Mac Pro, там, да, там Mac Pro. Что есть? Есть что-то, нет? С моих видосов, чтобы посмотреть. Я на какой-нибудь жопе нахожусь, думаю, да? Киберпанки тут всякие. Да, я в жопе нахожусь. Никому не нужны мои видосы. Вот. Ну, это и так понятно, да, в принципе. Ладно, окей. Текс.
А если мы Mac Pro зададим? Ну, хотя, да. Побей. Даже Игорь не показывает. Охренеть, что ж такое-то? Вот это вот говноеда показывает, да, Игорь не показывает. Что такое? Что это за фигня такая, ребятки? Почему? Почему так? Давай 3.1, да? Вот. Угу. Правильно так писать 3.1. Ты дышь. А, вот, собственно, это я, да, и что-то тут мне показывает тут. По-моему, тоже я, да, и вот я, короче, ладно, нашелся, все. Вру я, короче, что мне тут не показывает, но вообще, все показывает. Так, что у меня есть, что надо есть посмотреть? Давайте включим что-нибудь, да, там. Ну, вот тут уже вся жизнь, короче говоря, Mac Mini 3.1, 4.1, 5.2, да, который, давай, вот, включим, например, вот это вот, да. Так, звук идет, да, слышу, все, да? Звук пошел, давайте смотрим у нас, что будет, что касается, чуть потише сделаем, да? Что у нас касается, как говорится, разрешения тут. Давай-ка вот сюда, нам нужен Full HD. Подергаем. Подергали, да? Так, дальше. Выбираем Quad HD. Знаете, что сейчас сделаем? Потому что я знаю, что тяжко вообще обычно там, да, этому товарищу. Здесь 4 ядра, поэтому он может справляться. Видите, он вообще как бы не особо-то напрягается. Давайте сделаем это раз. И вот это 2. Ну, вообще не ускоряется, да? Нет, ускоряется малюха, да? Давайте снова full screen, да, и давайте включим, например, 4К уже, да? Что у нас будет в 4К? Хорошо, у них DOS 4К, в принципе, выходит, да? Там можно их 8К пока я не рискую делать, но, потому что с моим видеохватом 8К это быстрится, как бы, мягко говоря, не очень хорошо, да? А так вроде бы нормально. Да. Смотрим, что у нас с процессором. Ну, теперь ему, да, явно тяжко, да, он смотрим здесь вот 67, но все равно есть еще какой-то у них задел. Он вполне себе еще даже может что-то нам сделать, да. Сейчас последний там какой-нибудь коротенький, да, еще глянем. Sample. Да, давайте тут. Сразу он у нас выдал уже наконец уже этот Quad HD, да? HD-шку, да? Так, смотрим, что там. Ну да, Quad HD вообще как бы пофигу, да, абсолютно. Ехала, болела там, да? Так, а вот 4К. Я не гейбенч не делаю, просто показываю для вот такого, да, какого-то. Для использования именно вот конкретно такое народное, да, потому что гейбенч это, конечно, хорошая штука там показать, да, но в этих вот в этом циклах я не показываю. У меня будет отдельное видео, да, там где будет именно установка там такая без меня. Гейбенч, ну как есть типа того. И все равно 4К я вижу для него, в принципе, в целом-то нормально, он нормально работает. Графика-то вот, что-то там, да. Давайте сейчас мы это дело подергаем. Так, тут 4К у нас. Тормозов не вижу. Он, конечно, напрягается, да? Слушайте, ребятки, ну, да.
Выше всяких похвал, конечно, это 13-летний миник работает. Да, за счет именно своего процессора он вытягивает у него i7, настоящий четырехъядерный. И это позволяет ему, да, как бы еще решать. Потому что двухъядерные есть i7, а двухъядерные, да. Вот, есть в MacBook, там, да, вот эти вот прошки 12, там вот i7 двухъядерные. И там оно, конечно, в 4К уже как бы плохо прям совсем вывозит. Сразу говорю, ну, не то. Ну, хотя, может быть, я что-то вру и... Нет, на Вентуре пробовал, по-моему, да. Надо мне приносить с Вентуры. И MacBook там отвалилась файловая система, просто прям в хлам, да, развалилась. Пришлось его вытягивать, все туда доставать, ставить. Но все успешно. Сейчас там Sequoia, в принципе, со всеми... Все как было, все так и осталось. Привычное окружение, все хорошо, люди думают, все отлично. Так что так, ребятки. В общем, хорошо. Ну, оно и было хорошо. 12-й год, как бы, он списан был на Каталине, на самом деле, да, вот, получается. Мы говорим вообще про следующий, да, ну, как бы, ну, через две, да, через одну систему, потому что Каталина был Big Sur, да, который работал, в принципе, отлично, да, вообще на нем. И вот потом Monterey, да, который уже получил некоторые вопросы, да, в плане AVX 2 и так далее. Вот, интересно, многие вообще люди в AVX 2, например, машинах пробовали сделать что-то без OpenCore, а? Наверное, нет, скорее всего. Но мы будем таким, наверное, попробуем когда-нибудь. Ну, здесь нет AVX 2, здесь просто AVX, поэтому здесь пробовать ничего нельзя. Будет race condition и прочая шляпа, да, поэтому там особо ничего. Но можно будет, да, можно будет, конечно, там извратиться, без OpenCore что-то загрузить, будет, честно говоря, не очень комфортно, я думаю, что... Ладно, ребята, все, спасибо, что посмотрели. В общем, увидимся через 2 недели, да, получается, в продолжении этой же серии, вот, в этом же вот окружении, да, я уже, получается, отдал, очень меня просили, отдал все-таки этот Power Mac, да, меня занимал кучу места, у меня здесь кругом в этой черти что, сейчас уже меньше, потихоньку все приводится в порядок. Я спаковал почти все свои Mac Pro, остался только 3.1 мой, который, да, здесь у меня вот, это вот 3.1, да, и еще один, да, получается, соответственно, да, 2.1, вот они тут стоят, 2, дружочка. Так что так. Точнее, вот это тут 2.1, а это 3.1, да. Так что, ребята, ладно, все. Не суть, не будем затягивать, в общем говоря. Всем спасибо, что посмотрели, да, спасибо, что зашли. Очень всегда приятно, да, с вами встретиться. Потом в комментариях тоже всегда пишите. В комментариях я обычно там, ну, если я там совсем там до утра так что не засиделся, то обычно утром я в доступе всегда отвечу, да, пишите там на Ютубе, на Бусте, там, ну, на Бусте, естественно, бустеры, да, пишите в сообщениях, что-то почти никто не пишет, ну, стесняются, наверное. Вот, потому что кто подписан на Бусти, могут написать мне на Бусти, могут писать мне в телеге, у меня там есть как бы личка, что называется, в канале, тоже могут написать. В общем, так. А так в чат тоже, да, всегда ну, как более-менее на связи, это я бываю там. Так что будем, что называется, на связи, будем общаться по поводу наших старых этих вот устройств, второй жизни этих устройств, что мы можем для них сделать, что они могут для нас сделать и так далее. С вами был Макс, пока, будьте здоровы, не заболевайте, как я, ну, надеюсь, я тоже быстро выберусь из этого состояния. Пока, ребята. Мой верный спутник, мой боевой товарищ, ты со мной останешься навсегда. В твоих микросхемах бьется сердце, которое не остынет никогда. Еще послужит, еще поешь это служит. Еще послужит, еще под этим ты чистый.